Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня я хотел бы рассказать вам о обязанностях крестных родителей, или, по-другому, восприемников. Очень важно, чтобы крестный отец, крестная мать понимали ту ответственность, которую они несут перед Богом за своих крестников. Потому что именно на крещении крестные обещают Богу, что они будут заниматься воспитанием ребенка и поручаются за ребенка, которого они крестят, перед Богом. После крещения также должен интересоваться, как живет семья, как растет ребенок, приходить посещать своего крестника или свою крестницу. Также стараться учить ее благочестию, молитвам. Если не получается у родителей водить ребенка в храм, это должны делать крестные. Конечно же, взять ребенка с собой, посетить церковь даже в небогослужебное время – это великое дело, великая польза. Именно ради того, чтобы учить ребенка христианской вере, ее основам, ее традициям, именно ради этого приглашают крестными людей благочестивых, которые действительно понимают то, в чем они участвуют. И есть также очень важный момент. Очень многие считают, что если пригласили быть крестными, отказываться нельзя, потому что может случиться беда. На самом-то деле это не так, потому что крестный, он добровольно должен дать Богу обет за этого ребенка, обещание. И поэтому человек должен сам решить, насколько он близко общается с этой семьей, насколько он сможет влиять на жизнь ребенка в этой семье, помогать в его воспитании. Либо его приглашают именно ради его богатства, ради его должности, и имеется такое потребительское отношение. То есть он может отказаться, либо согласиться. Это добровольные действия человека, которые за собой не влечет никаких последствий. Если человек отказывается, он может сказать, что он не сможет выполнять обязанности, потому что он либо не слишком церковный человек, либо он многих вещей не понимает, либо он должен понимать, что приглашает его ради корысти, а не ради его благочестия. Это очень важный момент, который мы должны уяснить, что мы имеем право отказаться.